После похищения Бурака Ифидан Айдан вызывает в полицейский участок для дачи показаний. Тапрак также настаивает на том, чтобы явиться для дачи показаний. Романтический подарок, сближающий Ялчин и Эджи, заставляет Али понять, что у него появился романтический соперник. Мерт скрывается от людей Аднанана. Если он хочет остановить свадьбу Аси, ему придется действовать быстро. После похищения Бурака Ифидан Айдан вызывает в полицейский участок для дачи показаний. Тапрак также настаивает на том, чтобы явиться для дачи показаний. Романтический подарок, сближающий Ялчин и Эджи, заставляет Али понять, что у него появился романтический соперник. Мерт скрывается от людей Аднанана. Если он хочет остановить свадьбу Аси, ему придется действовать быстро. Похищение Фидан беспокоит Тапрака, и он не сдастся, пока не узнает правду. Айдан пытается замести следы, но ее неосторожность подвергает ее опасности. Тем временем Мерт полон решимости помешать Асе выйти замуж за Аднана. Ася, однако, чувствует себя обязанной выйти замуж, чтобы спасти жизнь Мерта. Когда Тапрак приводит Фидан обратно в особняк, Айдан в шоке. Полиция признала Фидан невиновной, и Айдан придется извиниться. Пока Фидан узнает, на что готова пойти Айдан, чтобы добиться ее заключения, Яшар Уста узнает нечто, может сорвать свадьбу Аси, и Аднанана, возможно, уже слишком поздно. Айдан в восторге от того, что Фидан навсегда исчезнет из их жизни. То, что Тапрак случайно подслушивает, направляет его в неожиданном направлении. Айдан устраивает праздничный ужин, но незваный гость портит вечеринку. После визита Мерта Аднан полон решимости как можно скорее жениться на Асе. Поскольку жизнь Мерта в опасности, у Аси не останется другого выбора. Пока полиция арестовывает Фидан за похищение ребенка, Айдан играет роль скорбящей матери. Тапраку трудно поверить, что Фидан могла совершить такое. Хотя Халиди и Али считают Фидан невиновной, их беспокоит вопрос о том, как далеко Фидан зайдет, если узнает, что Бурак на самом деле ее собственный ребенок. Фидан и Бурак пропали, и обитатели особняка отчаянно ищут их. Айдан пользуется этим случаем и начинает выдумывать ложь о Фидане. Хотя Тапрак им не верить, их исчезновение только усиливает его тревогу. Ася разбила сердце. Мертучта, конечно же, очень радует Зерина и Сельму. Айдан резко поступает с Фидан, но вскоре об этом жалеет. Тапрак в ярости на Айдана. Ялчин помогает ей выбраться из этой передряги. Кериман решает вернуться в район, где живет Фидан. Ася не рассказывает Мерту, почему отменила свадьбу, но предсмертное сообщение Сельмы побуждает Мерта к действиям. Сердце Фидан замирает, когда она видит Керимана в семейном доме. Ася ушла со свадьбы. Мерт нигде не может ее найти. Все, кроме Мерта и матерей, Ася расстроены. Происходит нечто, заставляет Ася ненавидеть Фидан еще сильнее. Фидан, встревоженно узнав, что Кериман почти нашел местонахождение бывшей жены Тапрака. Халиди тоже напугана, а Али уверен, что у него все под контролем. У Ялчина начинают проявляться чувства, и Али узнает, что у Эджи появилась соперница за его любовь. Сельма злится из-за побега Аси. Аднан планирует особый свадебный сюрприз. Айдан пытается соблазнить Тапрака, но тот не поддается. Благодаря Али истинная личность Фидан остается скрытой от Керимана. Однако это не остановит Керимана от плохого обращения с Фидан. Сельма столкнула Асю с лестницы. Это только начало планов Сельмы на свадьбу Аси. Хотя аромат цветов пробуждает в памяти Тапрака новые воспоминания его, прошлое слишком далеко, чтобы до него дотянуться. Человек, Керимана Адам, вот-вот узнает, что Фидан – бывшая жена Тапрака. Ялчин безупречно справляется со своей работой в семейной холдинговой компании. Будет ли этого достаточно, чтобы Эджи обратила на него внимание? Накануне свадьбы Асю постигает несчастье. Кериман говорит Фидан держаться подальше от Тапрак, но Фидан столкнется с трудным выбором. Тапрак делится своими переживаниями с Алина. Али предпочитает, чтобы она этого не делала. Айдан полна решимости продолжить свои старые игры. Аднан удивляет Асю, и никто не рад этому так сильно, как Сельма и Зерин. Мерт же совсем недоволен сложившейся ситуацией. На свадьбе Тапрака и Айдана произойдет событие, которое никто, особенно Айдан, не забудет. Фидан с трудом
отвечает на некоторые вопросы Керемана. Тем временем матери Мерта и Аси ссорятся как никогда. Ася пытается погасить свой долг перед Аднаном, что еще больше усиливает напряжение между Асей и Мертом. Когда наступает день свадьбы Тапрак, и Фидан все еще отсутствует. Айдан придет в ярость, если узнает, что Тапрак и Фидан провели ночь вместе незадолго до свадьбы. Тапрак пытается восстановить воспоминания, которые она не может вспомнить, это оказывается не так просто, как она ожидала. Фидан, однако, полна решимости не сдаваться. Тем временем Мерт обнаруживает, что Аднан не из тех, кто принимает отказ. Хотя результаты ДНК-теста, неубедительно знакомый свист, убеждает Фидан в том, что Тапрак – ее пропавший муж. Поездка Аси и Эджа за город на девичник дает Фидан возможность отвезти Тапрака в особое место. Мерт резко высказался в адрес Аднана, ему предстоит узнать, что Аднан – человек, которого нельзя недооценивать. Айдан в ярости по тому, что застала Фидан в своей комнате. Если Фидан снова окажется, в такой ситуации все развалится. Лучшая подруга Фидан говорит ей, что она цепляется за безнадежные вещи и что Неджат – это не Тапракна. Тапрак, само того, не осознавая все, еще сбивает ее с толку. Тем временем Мерт думает, как погасить долг Аси и как избавиться от Аднана. Фидан застает Айдан за тем, как-то подсыпает наркотики в кофе Тапрак. Теперь Айдан застанет Фидан не в том месте, и женщины столкнутся лицом к лицу. Тапрак пытается разными способами найти зацепку из своего прошлого. Мерт приходит в ярость, узнав, что Ася начала работать на Аднана. Аднан делает Мерту неожиданное предложение. Фидан случайно подслушивает разговор Тапрака с матерью, в котором он говорит, что Айдан кажется ей совершенно чужой. Это вселяет в Фидан надежду, но она все еще в замешательстве. Она не может понять, в чем дело между Тапраком и Айданом. Тем временем Фидан застает Айдана за чем-то подозрительным. Аднан вмешивается, чтобы спасти жизнь Мерта, но Мерт будет очень благодарен, когда узнает о последствиях. Фидан в ужасе, увидев Тапрака и Айдана спящими в одной постели. Эджа начинает подозревать, что состояние Тапрака не ограничивается лишь потерей памятина. После освобождения Ялчина Эджа придется самой разбираться со своими проблемами. Неожиданный человек спасает жизнь Мерту. Фидан в ужасе, увидев Тапрака и Айдана спящими в одной постели. Эджа начинает подозревать, что состояние Тапрака не ограничивается лишь потерей памятина. После освобождения Ялчина Эджи придется самой разбираться со своими проблемами. Неожиданный человек спасает жизнь Мерту. Тапрак наблюдает за